Ларат или Гасперини? Кто фаворит данного поединка? Я думаю, что на данный момент фаворитом является Гасперини. Почему проиграл Артем Морозов? И мог ли он отказаться от боя? Я думаю, конечно, мог. То есть, как и все, кто часто сливается с поединков. Ждать ли нам выступления Дениса Цыпленкова на очередном турнире AMC? В какой форме сейчас находится чемпион? Что касается формы Дениса Цыпленкова и с кем я его вижу. Возвращение Алексея Воеводы. Все это в нашем новом сегодняшнем выпуске. Итак, мы начинаем. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, сегодня у нас непривычный для нашего канала формат. Руслан сейчас занят подготовкой турнира «Стальные руки 2», до которого остались считанные дни. И штурвал нашего корабля под названием «Армстронг» он доверил мне. «Стальные руки 2» — это турнир, в котором будут армфайты с участием спортсменов-инвалидов. Пройдет он уже 12 августа. И, пользуясь случаем, хочу лично попросить вас, наших зрителей, помочь нам в проведении данного турнира. Попросить каждого, кто смотрит этот выпуск, вот именно тебя. Да-да, именно тебя. Давайте вместе поучаствуем в этом добром деле. Откажем себе в покупке какой-нибудь ненужной безделушки и поможем Руслану провести этот праздник. На турнире помимо армфайтов запланированы спортивные конкурсы и чаепитие для детей-инвалидов. Вот номер телефона, к которому привязана карта. Сюда можно перечислить средства, которые пойдут на призы, оплату дороги, питание и призы участникам турнира. Всем, кто помог нам, низкий поклон. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Armwrestling Machine Аркадий Бессонов. Приветствую тебя, Аркадий. Приветствую. Вопрос, который сейчас волнует все армрестлинг комьюнити. Ларат или Гасперини? Кто победит, на твой взгляд, в этом поединке? Я думаю, что на данный момент фаворитом является Гасперини. У него такая серия из побед идет. Мы видим, в какой он бешеной форме, как легко он убрал Джерика Доретти, как, я думаю, никто этого не делал до этого. Прямо четко в касании. Блин, ну на мой взгляд, Джерика Доретти не показатель. Не каждый любитель армрестлинга даже знает, кто это. И он единственный, кто еще в своей предыдущей форме зацепил Левана Сагинашвили. Я думаю, что сейчас форма еще у него выше процентов на 10-20. Поэтому, если бы был поединок с Леваном сейчас, я думаю, тут бы было очень интересно на это посмотреть. Но сейчас Леван травмировал кисть и пока выбыл из соревновательного армрестлинга. Каким он вернется, сложно сказать. А пока, на мой взгляд, доминировать будет именно наш итальянский жеребец. И фаворитом в поединке с Ларатом будет являться он. Аркадий, ну что значит зацепил Левана? У Левана в силу своей огромной массы просто не хватило выносливости, и все. Я, например, затрудняюсь сказать, кто здесь фаворит. Посмотри, как Ларат набрал силовых. Он зол после проигрыша к Виквине. Хотя Ларат тоже сейчас по видео, по его даже выражению лица, видно, что он является тоже значительной фигурой и тоже, можно сказать, фаворитом. Физика у него хорошая, силовые он набрал, агрессия тоже имеется в информационном пространстве. В любом случае, этот поединок будет очень интересным. И действительно, наверное, организаторы турнира правильно сделали, что поставили именно эту пару как главный поединок вечера. Посмотрим. Я ставлю на Девона, потому что лично мне интересно будет посмотреть на поединок Дениса Цыпленкова с Девоном Ларатом, который победил Гасперини. Если канадец проиграет, матч с Денисом будет не так интересен. Тебе так не кажется? Даже если Гасперини выиграет Ларата, я думаю, поединок с Денисом Цыпленковым у Ларата все равно будет интересным. Это будет, так сказать, матч-реванш Ларата. Он попробует вновь зацепить Дениса. Я не уверен, что у него это получится, потому что Денис
Обычно готовится очень профессионально, форму выставляет отличную. Поэтому, я думаю, у Лората шансов мало. Ну, а если он выиграет Гаспарини, ну, тогда, я думаю, этот поединок будет еще интереснее. Но в любом случае, для Дениса будет первый этап Лорат, а следующий этап, я думаю, это как раз чемпион, который будет на тот момент на первой строчке рейтинга. Я думаю, Денис уже будет готов. Но этот поединок, я думаю, мы увидим не раньше, чем через год, потому что Денис любит хорошо готовиться поэтапно, по одному поединку раз в полгода. Но мы будем ждать. Возможно, это будет либо Гаспарини, если он выиграет у Лората, либо даже Ливан Сагинашвили, если он вернет свою форму. А получится ли у него? Окей, а дальше что? Ты думаешь, Денис уже готов? Что касается формы Дениса Цыпленкова и с кем я его вижу в ближайшее время, как я уже говорил, наверное, самый лучший вариант для него это действительно Лорат. Как бы проверить свои силы перед вхождением прямо в первую тройку рейтинга. И потом уже выходить на лидера, на первое место, чтобы вновь забрать свой чемпионский пояс. И я уверен, Денис его заберет. Потому что единственный враг Дениса это он сам. То есть если здоровье его не подведет, то я уверен, что он будет бороться с первыми номерами и будет бороться только в свою пользу. Слушай, в социальных сетях ходят слухи, что Денис хочет участвовать в следующем турнире AMC. Ты ничего не знаешь про это? Было бы интересно. А по поводу слухов, что он поедет на AMC, честно сказать, не думаю. Если он и приедет, то только в качестве почетного гостя, возможно. Не думаю, что он будет в ближайшее время бороться там, потому что Денис спортсмен серьезный, то есть если у него впереди важный поединок, он будет готовиться к нему на 100%, и просто так силы растрачивать не будет. Ну и сетку, насколько я знаю, сетку Денис тоже не очень любит турнирную. Мог ли Артем Морозов, на твой взгляд, отказаться от поединка? Ведь мы знаем, что у Артема были проблемы с желудком. Может быть, правильнее было бы перенести поединок? Я думаю, конечно, мог. То есть, как и все, кто часто сливается с поединков, топовые спортсмены, ссылаясь на разные причины, на билеты, на самолеты, на здоровье. Но Артем наш по духу, поэтому он просто так не сдается. Я думаю, это просто его стержень внутренний. Хотя все понимали, и он понимал, и зрители понимали, что когда у тебя серьезные проблемы с желудком, со здоровьем, ты не можешь ни нормально восстанавливаться, ни нормально готовиться. И все это прямо непосредственно перед самим турниром, когда он слил около 15 килограмм и не смог просто физически вытянуть этот поединок. Хотя за столом тоже показал себя как настоящий лев, боролся до конца, не жалея ни связок, ни сухожилий, вставляя опасные углы, но держал до последнего. Вот, и, конечно, ему респект. Надеюсь искренне, что у него ничего не травмировано, что просто он сейчас здоровье восстановит, желудок восстановит и вновь покажет отличные поединки. Вернет снова свои килограммы и ворвется в топ. У всех бывают такие ситуации, но не все выходят из них достойно. Артем, на мой взгляд, вышел на 100% достойно. Показал все, что он мог. И заслуживает, даже несмотря на поражение, еще большего уважения, чем даже если бы он выиграл. Возвращение Алексея Воеводы. Это, на твой взгляд, интересно? Он вроде набрал неплохую форму, да? Ты же с ним спарринговал вроде. На мой взгляд, это всегда замечательно, когда топовые спортсмены, которые в свое время вдохновляли много молодежи, когда они возвращаются снова в строй. Вот, когда они не сдаются, снова набирают форму, снимают ролики, это замечательно. Я вижу, как Алексей сейчас активно тренируется, и даже удалось с ним поспарринговаться на выездах. Форма у него все лучше и лучше с каждым днем. И я думаю, он опять, если ничто его не остановит, там, по работе, по делам, то он будет выступать, набирать и показывать яркие поединки. Я думаю, мировой армрестлинг только от этого выиграет. Сотни тысяч молодых людей, видя, как возвращаются снова, как птицы Феникс, Денис Цыпленков после болезни, Алексей Воевода после перерыва, будут все больше и больше, эта молодежь все больше и больше будет приходить в спорт, в армрестлинг.
Так что желаем им побед. А каналу Руслана Зиннетуллина желаем процветания и желаем вырасти минимум до 1 миллиона подписчиков. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, топим за Руслана Зиннетуллина. Все, всем спасибо, всех обнял. На этом все, друзья. Пишите в комментариях, стоит ли нам продолжать данный формат. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. У нас еще для вас очень много интересного. С вами был Берсеркер, Курбанов Эрик.